Маргарита никогда не думала, что ее жизнь сложится именно так. 20 лет брака с Андреем казались ей надежным фундаментом, на котором строилось их общее счастье. 2 детей, Катя и Миша, уютный дом в пригороде, налаженный быт. Все выглядело идеально со стороны. Но последние несколько лет что-то неуловимо менялось. Андрей все чаще задерживался на работе. Сначала это были редкие случаи, важные проекты, встречи с клиентами. Потом это вошло в привычку. Маргарита старалась не придавать этому значения, списывая все на сложности в компании. Ведь он был главным инженером крупного предприятия, и его ответственность только росла с годами. Но в тот вечер что-то пошло не так. Маргарита случайно взяла его телефон вместо своего, они были одинаковой модели. Пришло сообщение. «Милый, я так соскучилась. Встретимся сегодня». Имя отправителя — Верок. Мир Маргариты рухнул в одно мгновение. Руки дрожали, когда она просматривала историю переписки. Сообщения длились больше года. Встречи в кафе, нежные слова, фотографии. Женщина была молодой, лет 30, с длинными светлыми волосами и яркой улыбкой. Когда Андрей вернулся домой, Маргарита сидела на кухне в полной темноте. Только свет уличного фонаря создавал причудливые тени на стенах. «Кто такая Вера?» Ее голос был спокойным, слишком спокойным. Андрей замер в дверном проеме. Секунда молчания растянулась в вечность. «Рита, я могу объяснить». «Объяснить что? Как ты год встречаешься с женщиной вдвое моложе меня? Как врешь мне каждый день? Как предаешь нашу семью?» Слезы текли по ее щекам, но она даже не пыталась их вытереть. Андрей сел напротив, опустив голову. «Я запутался, Рита». Это началось как обычный флирт на корпоративе. Она новый маркетолог в компании. Я не планировал, не думал, что все зайдет так далеко. «Ты любишь ее?» Вопрос повис в воздухе. Андрей молчал, и это молчание было красноречивее любых слов. «Я не знаю», — наконец произнес он. «С ней все по-другому. Она заставляет меня чувствовать себя молодым, энергичным. Мы говорим часами, смеемся. А со мной ты уже не можешь говорить часами. Я больше не заставляю тебя чувствовать себя живым». Горечь в ее голосе была невыносимой. «Рита, мы вместе 20 лет. Ты прекрасная жена, замечательная мать. Но в какой-то момент мы перестали быть мужчиной и женщиной. Мы стали просто родителями, партнерами по быту. И ты решил, что измена — лучший способ это исправить». Следующие недели превратились в кошмар. Маргарита не могла спать, почти не ела. Каждый раз, когда Андрей возвращался домой, она гадала, где и с кем он был. Дети чувствовали напряжение между родителями, но старались не вмешиваться. Катя, их 17-летняя дочь, однажды вечером пришла к матери. «Мам, что происходит между вами с папой?» Маргарита пыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Взрослые иногда ссорятся. Милая, все наладится. Не ври мне, мам. Я же вижу, как ты плачешь по ночам. И папа, он совсем другой стал». Маргарита обняла дочь, прижав ее к себе. «Иногда любовь умирает, доченька. И с этим ничего нельзя поделать». Андрей переехал через месяц. Сказал, что им нужно время подумать, разобраться в себе. Маргарита знала, он переехал к Вере. Развод был болезненным. Делили имущество, спорили об алиментах. Миша, их 12-летний сын, замкнулся в себе, перестал общаться с отцом. Прошел год. Маргарита училась жить заново. Вернулась на работу в библиотеку,
которую оставила после рождения детей. Начала ходить в фитнес-клуб, сменила прическу. Подруги говорили, что она расцвела, но внутри все еще была пустота. Однажды вечером раздался звонок в дверь. На пороге стоял Андрей. Осунувшийся, постаревший. «Можно войти. Нам нужно поговорить». Маргарита молча отступила, пропуская его в квартиру. Они сели на кухне там, где год назад все началось. «Вера беременна», — сказал он тихо. Маргарита почувствовала, как что-то оборвалось внутри. Последняя надежда на то, что все можно вернуть. «Поздравляю». Ее голос был безжизненным. «Я должен был тебе сказать. И извиниться. За все. Я разрушил нашу семью, предал тебя и детей. Думал, что нашел счастье, а на самом деле... На самом деле что?» Маргарита впервые за весь разговор посмотрела ему в глаза. «Вера. Она другая. Требует внимания, денег, развлечений. Постоянно устраивает сцены ревности. А теперь еще и ребенок. Я чувствую себя загнанным в угол. И ты пришел ко мне за сочувствием. Серьезно, Андрей». Он покачал головой. «Нет, я пришел сказать, что был идиотом. Что только потеряв тебя, я понял, какое сокровище у меня было. Ты никогда не требовала невозможного, всегда поддерживала меня, создавала уют. А я все это разрушил ради иллюзии». Маргарита встала, подошла к окну. За стеклом падал снег, первый в этом году. «Знаешь, что самое страшное, Андрей? Я до сих пор люблю тебя. Несмотря на предательство, боль, унижение. Но я больше никогда не смогу тебе доверять. Я понимаю». Он тоже поднялся. «Просто хотел, чтобы ты знала, я осознаю свою ошибку. И буду жалеть о ней до конца жизни». Когда дверь за ним закрылась, Маргарита позволила себе заплакать. Но эти слезы были другими не от боли, а от освобождения. Она, наконец, отпускала прошлое. Прошло еще 5 лет. Маргарита стала заведующей библиотекой, увлеклась йогой, начала путешествовать. Катя поступила в университет. Миша заканчивал школу. Андрей регулярно виделся с детьми, хотя отношения оставались натянутыми. В один из весенних дней Маргарита встретила его в супермаркете. Он выглядел уставшим, под глазами залегли глубокие тени. «Как ты?» — спросила она, удивляясь тому, как спокойно прозвучал ее голос. «Вера ушла. Забрала дочь и уехала в другой город. С каким-то бизнесменом познакомилась». Маргарита могла бы злорадствовать, но не стала. Просто кивнула. «Мне жаль. Знаешь, что я понял за эти годы? Счастье было рядом, а я гнался за миражом. И в итоге остался один. Мы все делаем выбор, Андрей, и несем за него ответственность». Она развернулась и пошла к кассе. В корзине лежали продукты для семейного ужина, сегодня к ней приезжали дети. Новая жизнь, новые радости, новые горизонты. А прошлое пусть остается прошлым. Через неделю Маргарита улетала в Италию, свою первую самостоятельную поездку за границу. В аэропорту ее провожали Катя и Миша. Дочь обняла мать. «Ты у нас самая сильная, мам, и самая красивая». Маргарита улыбнулась. Да, жизнь преподносит неожиданные повороты. Но главное — оставаться верной себе и не бояться начинать заново. Даже если кажется, что мир рухнул. Она прошла паспортный контроль и обернулась в последний раз, помахав детям. В ее глазах больше не было той затаенной боли, что мучила ее годами. Теперь там светилась уверенность женщины, которая прошла через ад и вышла из него победителем. Конец этой истории не о прощении или мести. Он о том,
как важно найти силы жить дальше, когда кажется, что жизнь закончилась. О том, что настоящая любовь начинается с любви к себе. И о том, что иногда нужно отпустить прошлое, чтобы обрести будущее. Маргарита поняла это не сразу. Но теперь, сидя в самолете и глядя на проплывающие внизу облака, она знала, все было не зря. Каждая слеза, каждая бессонная ночь, каждый момент отчаяния привели ее к этой точке. К моменту, когда она, наконец, стала свободной. Свободной от боли, от прошлого, от несбывшихся надежд. А где-то там, в другой части города, Андрей смотрел на старые семейные фотографии и думал о том, как одно неверное решение может изменить всю жизнь. И о том, что некоторые ошибки невозможно исправить, как бы сильно этого не хотелось.